Сегодня я хочу с вами поговорить о нервных перегрузках. Вот так, простым языком, мы с вами обсудим влияние стресса, информационного невроза на наш организм. И от мудрых и умудренных терминов на простом языке я объясню, почему у многих из вас происходит серьезный сбой практически всех органов и систем, когда вы находитесь под гнетом, под влиянием стрессовых ситуаций и этих самых пресловутых нервных перегрузок. И вот у кого-то из вас начинает плохо работать желудок. У кого-то появляются проблемы с сердцем, с иммунной системой. Вы начинаете плохо спать. А все это ведет к повышению риска инфаркта миокарда, инсульта. А если голова плохо работает и нарушается память, внимание, то не за горами, возможно, и серьезные когнитивные расстройства, в частности, умеренные когнитивные нарушения или деменция. Все это может быть следствием того самого стресса или нервных перегрузок. Наш мозг, бедный наш мозг, испытывает колоссальный информационный поток. Это происходит ежесекундно. Знаете ли вы, что за последние 5 лет объем информации настолько увеличился, что он равен всему объему информации, который человечество накопило за предыдущую свою историю. Последних 5 лет это такой гигантский объем информации. И еще, среднестатистический гражданин 19 века получал за год столько же информации, сколько нынешний современный человек получает при прочтении, скажем, воскресного номера какой-то большой толстой газеты. Представляете? А теперь давайте посмотрим на себя. Вы встали утром, включили телевизор, там новости. Сели за руль автомобиля, включаете радио, и там новости, идет постоянный информационный поток. На работе на вас обрушивается масса информации, параллельно кто-то вам звонит из дома, есть домашние какие-то ситуации, там ребенка надо забрать раньше из детского сада или из школы, и масса других каких-то ситуаций. И это нескончаемый процесс. Наш мозг находится, как когда-то это называли, в состоянии информационного невроза. Кроме этого, умножьте сюда стрессы, кроме этого, неприятные, неожиданные ситуации, которые возникают по ходу вашего рабочего дня, и мы получаем в конце, в итоге, человека, который годами находится в состоянии постоянного стресса, нервной перегрузки, и самое важное, что вы привыкаете, и ваш мозг привыкает жить вот в таком режиме. Вы скажете, ну и хорошо, классно. Ничего подобного. Дело в том, я здесь поясню на пальцах, когда вы отдохнули, вы свежи, высокий уровень работоспособности, вы как бы находитесь на очень высоком уровне вашей деятельности, деятельности вашего мозга. Но стоит вашему мозгу постоянно испытывать вот эти тяжелые, каждодневные, каждоминутные перегрузки, интенсивность работы мозга начинает падать. Он не может работать постоянно на пределе. Но вот в чем коварство. Опускаясь в своей продуктивности, вашему мозгу кажется, что ничего подобного, он работает на том же хорошем уровне, он справляется с ситуацией, и только критический момент позволяет оценить вам, что что-то не так, что вы не справились с отчетом, вы не можете удержать в голове огромный объем информации. И вот простой совет. Я не буду вам рекомендовать сейчас, бросить все дела, уехать куда-то на море, забить, что называется, на работу, но есть простые рекомендации, как в краткосрочной перспективе уменьшить влияние вот этих нервных перегрузок на ваш мозг. Первое, с чего я хочу начать. Есть краткосрочные и долгосрочные стратегии преодоления стресса, нервной перегрузки. Никоим образом я не буду рекомендовать бросить работу, бросить там семью, убежать там на море, скрыться, закрыться от всех. Ни в коем случае. Но банально это снижение нагрузок. Вы скажете, посмотрите, все надо выключать. Не торопитесь. Снижение уровня информационного потока на ваш мозг помогает справиться с нагрузкой. Что это значит? Вот я всегда этот пример привожу. Встали утром, не нужно включать телевизор и новости. Максимум там какой-то сериал. А лучше всего поешьте в тишине. Сели за руль, пусть рука не тянется к радио. Даже музыку не включайте. И так везде. Попробуйте снизить вот этот информационный поток, его уровень. Это позволит мозгу, если хотите, отдохнуть, перевести дух. Потому что на работе вы все равно обрушитесь вот в эту пучину каких-то стрессовых ситуаций, которые то и дело вокруг вас возникают. Зачем мозгу давать дополнительные вот эти стимулы, раздражающие его? Это классический пример снижения нагрузки информационного потока. А теперь давайте разберемся, что происходит на биологическом уровне. Когда вы просыпаетесь утром, уровень вашего кортизола достаточно высокий. Это физиология. То есть при пробуждении ранним утром он залетает вверх, ночью он низкий.
Теперь, если вы начинаете во время завтрака выяснять отношения, смотрите телефон, телевизор, вы получаете дополнительный, в кавычках, заряд информационного потока, чаще всего негативный, потому что по телевизору мало что доброго вы радостного услышите. И это что производит? Эффект тревоги дополнительный. В итоге уровень кортизола еще более повышается. Сев за руль автомобиля, практически во всех городах России утром мы видим, что это пробки. В пробке вы не сидите как Будда, вы опять продолжаете нервничать. Что происходит? Уровень кортизола продолжает находиться на высоком уровне. А у нас, кстати, вы можете посмотреть на YouTube-канале нашем, есть ролик на тему кортизола. И это огромная беда современного человека, что вместо того, чтобы собраться, мобилизоваться, и уровень кортизола взлетел вверх, потом расслабиться, кортизол падает вниз, все нормально. А современный человек, он продолжает держать уровень кортизола на высоком уровне. В итоге вы день за днем привыкаете к этому уровню кортизола, к этой нагрузке, нервным перегрузкам, и продолжается неблагоприятные действия на иммунную систему, на ваше либидо, на память, сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат. Вот так день за днем, месяц за месяцем вы разрушаете свою нервную систему. Вот почему иногда вы слышите эти рекомендации, есть такая рекомендация, стоит замедлиться, закрыть глаза, отпустить все. Пусть это будет полминуты, минута, две. Выйдите из комнаты, в которой вы находитесь, чувствуя, что сейчас вы взорветесь. Покиньте ее, побудьте наедине с собой. Какая здесь может быть еще практическая рекомендация? Не просто закройте глаза. Сейчас я вас попрошу сделать следующее. Сесть прямо, закрыть глаза и дальше представить себе, что вы подобны маятнику. И попробуйте отклоняться от вот этой оси буквально на 5 градусов. Следите за тем, чтобы не отклоняться вот так, а всего лишь на несколько градусов влево, вправо, вперед, назад. Не делайте этого резко, делайте медленно, в течение 2 минут. Вторая методика. Следите за дыханием. Я очень часто об этом говорю, что дыхательные практики позволяют вам в прямом смысле перевести дух. Но дышите не грудью, а животом. У нас на эту тему есть ролики, посвященные и медитативным техникам, но об этом чуть позже. Но вот эта краткосрочная методика, когда вы укорачиваете вдох, удлиняете выдох и дышите не грудью, а животом, используете метод маятника, поможет вам справиться с нервной перегрузкой. Вторая простая, но очень действенная рекомендация. Наведите порядок. Я сейчас даже не о порядке в вашей голове, в вашем мозге, а наведите порядок на своем рабочем месте. Вот кто-то поморщится, скажет, чего вы нам опять какую-то ерунду говорите. Но уже давно показано, что если вы структурируете предметы на вашем столе, на вашем компьютере, в ваших папках компьютерных, да, то это тоже позволит вам оградить свою жизнь от окружающего хаоса. Его и так очень много. А потом потихонечку начнется структурирование и в вашем мозге. Этим тоже надо будет заниматься через тайм-менеджмент, через деление ваших дел на срочные и важные, несрочные и важные, несрочные и неважные. Ну, вспомните это, я сейчас цитирую матрицу Эйзенхауэра. Если вам кому-то это интересно, вы можете ее найти в интернете. Третья рекомендация – это методики расслабления. Позвольте себе, любимому или любимой, дать несколько минут для релакса, для отдыха. Это можно сделать и во время рабочего дня. Вот 20 минут поработали, 5 минут передохнули. Встаньте, но как передохнули? Это не значит, что вы выпили чашку и смотрите сами в компьютер, в телефон. Нет, нет, нет. Вы должны встать и отойти от вашего компьютера в какое-то другое место. Ведь не случайно во многих очень серьезных компаниях этому придается колоссальное значение. И вот есть такие зоны, чилл-аут-зоны, где их работник, усердно трудящийся за своим компьютером, может выйти со своей чашкой кофе, плюхнуться в какое-то кресло, например, да, выйти на улицу, во внутренний садик, посмотреть на солнышко. Ну хорошо, нет у вас садика, вы там не работаете в Amazon, в Гугле, но найдите этот садик за пределами вашего
кабинета. Ну и теперь мы переходим к долгосрочным программам, стратегическим, что называется, направлениям. И в первую очередь мы должны обсудить медитацию осознанности. Это техника, которая реально помогает человеку изменить работу его мозга. Это позволяет кому-то замедлиться в быстротекучести своей жизни, преодолевать стресс, бороться с болью, улучшать свой сон. Масса показателей, физиологических показателей изменяется под действием медитации. До чего там показателей? Изменяется структура вашего мозга. И доказано многочисленными исследованиями, что структура мозга изменяется. Причем доказано это с помощью тончайших методов нейродиагностики. Скажем, функциональная МРТ показала, что увеличивается префронтальная кора, уменьшается активность амигдалы, миндалевидного тела, которое продуцирует постоянно тревогу. Ну, у нас на YouTube-канале вы можете найти ролики, посвященные и тревожному расстройству, и как изменить себя за 5 минут с помощью медитативных техник, потому что они не только сложные медитативные техники, когда вы там садитесь или ложитесь в определенную позу на непальском коврике, включаете там какую-то музыку, зажигаете палочки-вонялочки и так далее. Вот без этих всех премудростей вы можете просто выйти на улицу или идете домой. Вот, кстати, еще одна методика, которая соединяет краткосрочную программу с долгосрочной стратегией преодоления нервных перегрузок. Оставьте машину и пройдите вокруг дома или до дома лишние 100 шагов. Но сделайте это так. Вдох, шаг, выдох, шаг. Мне это помогало в горах, когда я испытывал тяжелые перегрузки физические, связанные с недостатком кислорода. И эта медитативная техника, простая техника, помогает справляться и в том числе и с такими тяжелыми перегрузками. А вам поможет справиться с нервной перегрузкой. Почему я такое внимание уделяю долгосрочным методикам преодоления нервных перегрузок и стресса? Дело в том, что мы уже обсудили с вами, что у современного человека происходит вот это постоянное влияние стрессовых нагрузок, и он находится в постоянном перенапряжении. В итоге вы переходите, условно говоря, так называемый красный спектр. Вот посмотрите, пожалуйста, на слайд, и вы увидите вот эту концепцию светофора. Зеленый, желтый и красный. Вот это обозначение состояния напряженности ваших функциональных систем. В том числе мы можем перефразировать напряженности вашего головного мозга. Зеленый спектр – это когда вы отдыхаете. Вы на пляже, 1-2 уже плескаетесь в море, пьете свежевыжатые соки, там, нежитесь, все классно. Желтый спектр – когда вы в работе, активно трудитесь, все нормально, никаких внешних тяжелых факторов, влияющих на вас, нету, там никто не кричит на вас, начальник какой-то не пришел, нет новостей неприятных, вы просто работаете, активно работаете. Такой желтый спектр. Это есть у врача, есть и у IT-специалиста, у кого угодно. Но стоит только, прийти не какой-то неприятной ситуации к вам в гости, образно говоря, пух, вот тут вспыхивает все. Вспыхивает ваш мозг, в нем вспыхивает амигдала, о которой я уже сказал, миндалевидное тело. Вы начинаете тревожиться, вы приходите в состояние напряжения, перенапряжения. Вот это очень важно. Ваше сердце работает иначе. Оно бьется чаще. Артериальное давление взлетает вверх. Меняется работа желудочно-кишечного тракта. Вот почему у некоторых из моих зрителей есть так называемый синдром раздраженного кишечника, который сопряжен с чем? Со стрессом. Вы понервничали, а у вас режущие боли в желудке. Или понос. А потом он сменился запором. А потом снова боль в желудке, и это все связано с нервной перегрузкой. Вы жалуетесь своему гастроэнтерологу на боли в животе, он вас начинает обследовать. Вроде бы в желудке ничего нет, а проблема есть. Потому что она связана по оси желудочно-кишечного тракта и мозга. Об этом даже и врачи не все знают хорошо. И вот именно поэтому медитация помогает нам бороться с высоким уровнем тревоги. Как бы мы этот пожар тушим, переключаем наше внимание. Изменяется работа очень важных центров в головном мозге. Ведь кроме миндалевидного тела, там есть так называемая гипоталамо-гипофизарная система, которая включает вот в эту ось, в этот костер подбрасывает гормоны. А есть лимбико-ретикулярный комплекс. Он отвечает за мышечный тонус, за наше настроение и за наш сон. Вот ответ, почему во время стрессов, нервных перегрузок вы теряете нормальный сон. И, наконец, гипоталамус
который вместе с гипофизом создает проблемы или не создает их, если он работает нормально, в автономной вегетативной нервной системе. И здесь вы понимаете, почему во время стресса у кого-то из вас мокрые ладони, у кого-то взлетает или падает артериальное давление, или начинает колотиться сердце, и приходит к вам та самая паническая атака. Все в нашем организме взаимосвязано, а триггером для нее может служить постоянный стресс или нервная перегрузка. Ну, третий момент. Вам надо научиться чувствовать предел собственных возможностей и понимать, сколько заряда в вашей батарейке эмоциональной, физической, психологической осталось. Даже существует такой термин recharging, да? Английское словечко такое, которое говорит перезарядиться, перегрузиться. И нельзя допускать, чтобы ваш заряд опускался до определенного уровня. Иначе возникает нервный стресс, слезы, плач. Это самое малое, что может быть. Но вы можете просто потерять интерес к работе, хлопнуть дверью и уйти с нее. Такие примеры тоже есть. Тут, как говорится, рядышком за дверью находится синдром эмоционального выгорания, от которого страдает колоссальное количество моих коллег, и не только врачей, но и педагогов, да, людей любой специальности. Теперь, как проводить настройку? Вот эти навыки психологической релаксации, эмоциональной регуляции. Здесь есть методики психологической релаксации. Вот у меня в клинике есть даже, извините, в прайсе такая фраза в прейскуранте: методики психологической релаксации. Знаете, кто ее чаще всего берет, как говорится в таких случаях? Кто ее использует? Да, правильно, менеджеры, бизнесмены. Именно те люди принятия решений, которым нужен свежий мозг, хорошая свежая голова. Надо быть гибким, но они чувствуют, что они находятся в каких-то шорах. Они уже не могут работать как обычно. Вот у них как раз чаще всего и происходит вот это ощутимое давление информационного потока, потому что все-таки лицо, принимающее решения, топ-менеджер, уровень его нагрузки несколько иной, я имею в виду эмоциональный, психологический, чем у работника физического труда. Ну и я, конечно, обязан сказать, что, безусловно, в техниках релаксации помогает физические упражнения. Но здесь очень важный и тонкий момент. Опять-таки, я знаю многих из моих пациентов, которые на вопрос: а как вы расслабляетесь, ну, кроме известных методов нехороших, так скажем, алкоголь, излишества нехорошие, как в одном фильме сказано, они говорят: мы идем в спортзал. Я спрашиваю: а что вы там делаете? И они мне рассказывают, как они пашут в спортзале 2 часа, тягают железо, нагрузка такая приличная, кардио, там, кроссфит и прочее. Вот это делать я не рекомендую. На фоне нагрузки нервной, перегрузки вашего мозга, эмоционального стресса происходит очень серьезное влияние на сердечно-сосудистую систему. И вот тут мы получаем нехороший очень момент. Я не буду вдаваться в нейроморфологию, но сердце начинает работать иначе, когда человек в состоянии стресса приходит в спортзал и дает еще мощный дополнительный физический стресс. Иногда это заканчивается плачевно. Как плачевно? Фатальная асистолия, остановка сердца у вроде крепкого, здорового мужчины. А потом руками люди разводят и говорят: а что же с ним случилось? Итак, подытоживая наш разговор, давайте резюмируем. Если вы вдруг чувствуете, что все хуже и хуже спите, появились какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, необъяснимые с точки зрения гастроэнтерологии, вы страдаете от частых головных болей, часто болеете, и вот этот грипп, простуда становится постоянным и в кавычках верным спутником вашей жизни, ваша работоспособность, память ухудшилась, все это, возможно, признаки неадекватной реакции вашего организма, вашего мозга на нервную перегрузку, на тот самый стресс. И будьте, пожалуйста, внимательны. Я уже об этом говорил, что зачастую вы даже не замечаете, как стресс пагубным образом влияет на вас. Будьте чуткими к изменениям в вашем организме. Иначе этот коварный стресс, эти незаметные нервные перегрузки тихонечко будут разрушать ваш организм и ваш мозг. Берегите себя, берегите вашу голову, наслаждайтесь этой жизнью и умейте расслабляться. Всего вам хорошего.